У России есть оружие, которое, по мнению Кремля, заставит украинцев смириться с оккупацией. Оно хорошо финансируется, обладает мощью и нацелено на украинских детей. Оружие России – это не передовая военная технология, а бронебойный идеологический инструмент советской эпохи, возрожденный Владимиром Путиным в 2022 году. Цель – заставить юных украинцев забыть свою идентичность и сделать их частью так называемого русского мира. В прошлом мы знали это оружие как пионерию и комсомол, но сегодня оно называется «Движение первых». Мы рассмотрим истоки этого движения и то, как оно влияет на умы детей оккупированной Луганской области в наши дни. Идея может быть и старая, но за ней стоит новая сила, а главное – много новых денег. Движение первых отличается масштабом своего финансирования. Ежегодно на него выделяется более 21,3 миллиардов рублей. Это сравнимо с бюджетом небольшого российского региона. Движение быстро росло. В начале 2024 года более 42 тысяч его отделений действовали в школах, колледжах, университетах и молодежных центрах. А всего в движении первых за короткий срок уже 4,7, почти 5 миллионов человек. Формально высшим руководящим органом движения первых считается съезд. Но на самом деле движение возглавляет наблюдательный совет. И один человек очень хотел занять в этом совете высший пост. Я хотела бы вам предложить стать главой Совета наблюдателей нового детского и молодежного движения. При такой подаче невозможно отказаться. Работу движения первых можно проследить на примере детских лагерей. В марте 7 подростков из оккупированной россиянами Луганской области отправились в лагерь «Стремительный» под Туапсе. Для них была организована трехнедельная программа «Отличники первых». Она фокусировалась на сохранении исторического наследия России и развитии патриотизма. Программа включала экскурсии, мастер-классы, игры на развитие гибкости мышления и коммуникационных навыков. Дети ходили в камуфляже. Они совершенствовали медийные навыки под руководством команди пропагандистського телеканала «Кубань-24». Тому що їм там дійсно промивають мозок, розповідають страшні речі, що буде відбуватися після їх повернення, що буде відбуватися з їх батьками чи рідними. І відповідно діти по-людськи бояться за своїх рідних и за себе також. Мы выяснили, что количество таких лагерей растет. Они распространились на Донецкую и Липецкую области, Кабардино-Балкарию, Марий-Эл и Чувашию. Отбор школьников в лагеря проводят комиссии, в которые также входят представители разных регионов. Это способствует налаживанию связей молодежи из оккупированных территорий Украины с россиянами. К примеру, представители Ставрополя и Дагестана были в отборе по так называемой Луганской Народной Республике. А возглавлял эту комиссию председатель Луганского регионального отделения движения первых, бывший ведущий развлекательных программ на Ютубе Руял Асиф Оглы Алиев. Стоит отметить, что во всех вот этих лагерях они это преподносят как отдых детей. Но в период всего этого отдыха там четко встроена модель идеологического перевоспитания ребенка. Мы изучили курсы, которые проходят в этих лагерях. Например, медиа-отряд, где детей учат транслировать идеологию русского мира. Или хранители исторической памяти, где учат российской версии истории. Был даже курс «Дрон-академия», где обучают управлять БПЛА. Но для меня наиболее зловещая программа – это так называемый игровой суд. О чем она? Говорится в специальной кремлевской методичке. В методичке утверждается, что игровой суд позволит сформировать у обучающихся антитеррористическое сознание. То есть фактически детей из оккупированных территорий
играют с ними в игровой суд, и на игровом суде они судят украинцев. То есть солдат вооруженных сил Украины. Понимаете, на каком уровне идет насаждение национальной розни к украинцам. И когда мы подходим, зачем вот это движение первых или другой проект милитаризации, а вот для этого, чтобы кроме слома идентичности ребенка, привить ему еще национальную неприязнь к украинцам. Подобная работа ведется во всех крупных лагерях, включая Артек, Смена и Океан. Движение первых имеет статус общественно-государственного движения. Это означает, что за развитие движения первых отвечают местные администрации в каждом субъекте федерации на оккупированных территориях Украины. Так, на Луганщине создан координационный совет движения, его председатель – глава группировки ЛНР Леонид Пасечник. Там очень плотно этим движением первых занимаются политтехнологи из организации ЭйСИ, да, тобто это экспертный институт социальных исследований. Это контора, которая работает непосредственно при Кириенко. Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко возглавляет руководящий орган движения – Координационный совет. Этот орган курирует координационные советы при администрациях регионов, которые отвечают за развитие этой структуры на местах. Кириенко считается неформальным куратором оккупированных регионов Украины и часто их посещает, в том числе Луганск. Он уделяет внимание пропагандистским акциям. Движение первых может показаться безобидной структурой, стремящейся к сплочению общества и созданию кадрового резерва. Однако при помощи этого инструмента на временно оккупированных территориях Украины детей учат воспринимать Россию как свою новую родину. Об этом розказують діти, которых удалось вернуть із окупації. У нас є такі діти, які дійсно кажуть про те, що їх змушували, і це були випадки, коли вони були в таборах, коли їх вивозили в Крим, наприклад, чи на територію Росії, там з ними відпрацьовували це. Це діти, які залишались на окупованих територіях, і також там були, ну і в школах, що там відбувалось, да, там, що в школу приходили різні представники, яким розповідали про велику Росію, про те, ну, що вони мають бути дуже якими там, я не знаю, ну, пишатися, да, що вони можуть там долучитися і допомагати. В луганских школах ежедневно поднимается триколор под звуки гимна РФ и ЛНР. Внедрены в внеклассные занятия разговоры о важном, начинающиеся каждую учебную неделю и охватывающие темы государственных символов РФ, верности Отечеству, дружбы народов РФ и традиционных ценностей. Игнорирующим эти занятия родителям угрожают наказанием. Вдобавок к идеологической обработке также усиливается социальный контроль. РФ внедряет новую образовательную платформу «Сферум», предусматривающую обязательную регистрацию в соцсети ВКонтакте, полностью контролируемую российским правительством и спецслужбами. В этой платформе должны зарегистрироваться все учащиеся, их родители и учителя. Это элементы старой системы кнута и пряника. С одной стороны, идеологическое давление и принуждение к лояльности оккупантам, с другой – привлекательные возможности социальных лифтов, если соблюдаешь правильные ценности и участвуешь во внешкольных движениях, таких как движение первых. Главная цель движения первых – это идеологическое уничтожение украинской идентичности и изменение ментальности у этих детей. Как показывает наше расследование, структура движения, обладающего огромными финансовыми и политическими ресурсами, доходит до самой верхушки Кремля. А это значит, что настоящая цель Путина не только украинская земля или украинский суверенитет. Он хочет стереть будущее Украины. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Здесь мы говорим о том, что происходит на самом деле. С вами был Андрей Дегтяренко. Увидимся.